Вот это Че. Я пришла со школы, очередной ухажер моей мамаши начал меня жестко избивать. Я была вся в кровище. Моя биологическая мать... Вас не признает? Она постоянно меня избивала, зажала меня между ног, мою голову, и правую руку вывернула. Может, ты мне в глаза теперь скажешь, что, как ты меня грязью поливаешь? Почему же вы все-таки считаете, что Надя не ваша дочь? Потому что Попросили слишком тест часто ДНК. мне люди подходили и говорили, где ты ее взяла. Какие люди говорили? Соседи, Да какая знакомые. разница, уме? Это ваша дочь. Я не уверена в этом. Вы ей ключицу не ломали. Нет, Сожитель ваш избил ее шнуром? это тот, которого ты папой звала? Да. Он ее бил? Нет. А ножом резали? Каким ножом? Шрам Вы у что? нее на лице откуда? Вы сели за избиение ребенка. Меня мамаша вообще не трогала, а Надя постоянно избивала. Ты очень нехороший человек! Результат теста ДНК, который так хотела. Добрый день! Мы очень часто в этой студии оглашаем результаты тестов ДНК. И они, конечно же, всегда касаются отцовства. Но сегодня уникальный случай. У нас есть мать, которая требует тест ДНК, потому что уверяет всех, что она не мать. Ну, то, что она не мать, это по определению, да. А почему требует? Разберемся. Сегодня в нашей студии Надежда Батиенко. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? Моя биологическая мать отказывается платить алименты на меня и на младшую сестру, отнекиваясь тем, что я не ее дочь. По какой причине она не платит алименты моей младшей сестре, неизвестно. Так, то есть сестру она признает, Да. вас не Не признает, признает. но не платит ни вам, ни сестре. Да. Понятно. Ну, а можно всю историю с самого начала узнать? С самого детства, все детство, которое я помню, в принципе, она постоянно меня избивала. Это было стабильно. И не было какой-либо причины. То есть, тапочек не там лежит, можно меня этим тапочком побить. Были ситуации хлопушкой. Знаете, хлопушка — это как ковры выбивать резиновые. Хлопушка об меня сломалась. Мы в школе делали поделки из пластилина, моя семья. Моей младшей сестры еще тогда не было. Она пришла с работы с плохим настроением. Я ей показала поделку. Она разозлилась, что я ей мешаю, и я ела этот пластилин. Кипятком она меня обливала. Засовывала меня в ванну и начинала сначала кипятком поливать, а потом холодной водой. Это баланс. Контрастный душ. Да, что-то такого. Об стенку моя голова, все стенки дома прочувствовала. У нас была кастрюля, она была промятая, она была, как знаете, смешно, не смешно, фаворитом моим, потому что там был отпечаток моей головы. Она была вся помятая. Кастрюля? Да, в школе не обращали на это внимания, я могла прийти вся синяя, еле идти, но я прихожу в школу. Учителя знают, почему, какая ситуация в семье происходит, но особо так не реагируют. То есть вы не на учете органов опеки не Нет. стояли? Они приезжали в ПДН периодически. Они говорили о том, что, мамаши, ты что делаешь, ты понимаешь, их заберут, и все, и уезжали. Мама, как я понимаю, ваша, если она мама. Мамашу я ее называю. Ну, мамаша, хорошо, давайте мы тоже будем ее так называть. Мамаша ваша. Все-таки села в тюрьму-то. Да. А из-за чего? Я была в школе, и у нас была акция, мы фотографируемся и делаем из фотографии календарь. Я с утра проснулась, попросила, денег, я прям вчера помню, 400 рублей. Я говорю, можно возьму? Он говорит, бери. Я прихожу в школу, отдаю учительнице. По итогу она позвонила моему классному руководителю, начала меня поливать грязью, какая я плохая, такая-сякая. Я прихожу домой, я дверь не успеваю, я открываю дверь, и она мне уже в ответку открывается дверь, она меня за волосы затаскивает домой. Потом она зажала меня между ног, мою голову, и правую руку вывернула. И произошел щелчок. Я маленькая, я не особо понимала, что за щелчок. Она дает мне 15 минут, чтобы убраться в зале, а это достаточно большая комната и полностью захламлена. Я решила, что надо как-то сбежать. Я взяла мусорку
Она сказала, если хочешь бежать, уже мусор оставь и беги. Я выбежала, позвонила своему классному руководителю, она жила напротив нашего дома. Я поднялась, мы вызвали скорую. 2 часа мы ждали скорую с полицией. Уже получилось так, что ключицы я и левой рукой не смогла двигать. Ну, То есть вы спрятались у своей классной руководительницы. Да. Мгм. И все, приехала скорая, меня забрали. Я месяц пробыла в больнице. Потом мне... А там перелом ключицы был, верно? Да, мне потом вправляли его. Потом приехала полиция и сказали, то, что все приюты в Хабаровске переполнены, остается только хор. И все, меня отправили на хор. Ну а потом, как я поняла, уголовное дело возбудили, и ее посадили на 1 год и 6 месяцев. И в это же время забрали мою младшую сестру от нее. Мгм. Ее лишили прав. Да, и на меня, И на младшую. вас, и на младшую сестру. И, соответственно, назначили алименты. Да, отец у меня биологический. Он все выплачивал. Как только назначили алименты, он без задержек, он все выплатил до моего 18-летия. Мгм. Надь, я просто знаю, что вот, знаете, как обычно молодые девушки делают татуировки для того, чтобы выделиться, показаться там лучше, чем они есть. Вы делаете татуировки для того, чтобы шрамы скрыть. По большей части, да. Это Которые- шрамы, которые мама, Но не только. У меня есть шрамы, которые поставили ее ухажеры. ухажеры. Да. Ну, вот основной ухажер ее, который прям я красочно помню. У него и была в квартире своя, как бы, свое место хранения там инструментов, не инструментов, и там были колонки, знаете, такое, как, ну, ближе к советскому, вот такие вот. И там был очень тонюсенький шнур. И то ли собаки, то ли он сам порвали эти колонки. Я прихожу со школы, а мамаша говорит, тебе хана. Он заводит меня на кухню. Мамаша, собака, у меня была собака, она меня очень часто защищала, то есть она такая же в шрамах, как и я. И собаку они заперли в другой комнате. Мамаша ногами перегородила выход, чтобы я не убежала. И он начал меня этим шнуром избивать, я вся в кровище была. И потом, в конце концов, потеряла сознание. Ну и потом меня разбудили с плеском водой, что надо умываться и поспать, потому что потом завтра в школу. Слушайте, А это за что? За вот этот Вот за порванный да, шнур на колонке? да. слушайте, а почему дедушку вашего посадили? Это произошло, когда я была маленькая, мне было 4 года. Дедушка очень сильно страдал алкоголизмом. И я прихожу с цирка, захожу в туалет, а там бабушка висит мертвая. Висит. Да, он повесил бабушку под алкоголем. Его из-за этого посадили. И вы первая, кто ее обнаружил. И после этого, как раз-таки после этого события, ну, я недавно начала анализировать, после этого события мамаша начала меня избивать. И начались вот избиения. Ну, то есть именно после этого она поехала немножко? Да, ну потому что до этого я не помню. Я помню, что мы ходили в цирк, мы как бы гуляли, все было хорошо. Слушайте, ну вам 4 года было. Ну да. Ну да. Скажите вот что, а когда последний раз с мамашей общались? В 21 году, когда я поступила на 1 курс в техникум, ну, она постоянно кричала о том, как она по нам скучает, как она нас любит. И уже потом, когда я ей сказала, я говорю, пора, ну, типа, ты будешь алименты платить? Нет, или как? Ну и все, и начались, ты не моя дочь, ты подкидыш, тебя вообще подменили в роддоме. То есть она утверждает, что вы не ее дочь. Да. И поэтому не полностью. хочет платить. Да, но почему тогда сестре младшей не платит, неизвестно. Слушайте, а вы ее простили, если Нет. решили с ней общаться? Знаете, такое детство, мне кажется, невозможно простить в любом случае. Но я раньше верила, что, ну, люди как-то могут меняться. Но если смотреть на нее, люди не меняются. Они могут становиться хуже, либо притворяться хорошими. Но она вас хабарики тушила. Ну да. Это правда? Да, у меня есть шрамы на ногах. А с зубами что у вас случилось? Я помню, что что-то случилось, она меня толкнула, я ударилась об шкаф, стекло там, шкаф был стеклянный, стекло разбилось, и у нее на руке были золотые часы, и она просто вот так мне по зубам ударила, ну, и вот зубы у меня были в таком состоянии потом. А зачем она вас ножи втыкала? Она просто припугивала, неудачно припугнула. У меня на лице вот шрам. Вот От здесь. ножа? Ну, она царапнула вот так вот. Ну, не скажу, что прям царапнула, но хороший порез такой был. А ваша младшая сестра этого не хлебнула всего, что вы? А даже не то, что хлебнула, ее это не касалось. То есть принципиально только к вам так относились, Да, да? только ко мне. Лиму она очень сильно любит. Даже до сих пор вот она меня обвиняет в том, что Лима не с ней. Ну, в общем, все ее беды, все из-за меня. Нам, конечно, удалось пообщаться с мамашей, как вы ее называете. Давайте посмотрим.
Одиночество давит, и стены давят. Поэтому приходишь, смотришь на воду и разговариваешь с ней. Тараканы из головы улетают, появляются какие-то светлые мысли, надежды. Сначала было чувство просто нырнуть с моста, больше не выплывать. Жить не хотелось. Такое было ощущение, что у меня на лбу татуировка зэк. Безнадега. Моя драгоценная дочь сделала так, что я попала в тюрьму. Ее стараниями я лишилась всего. Семьи, дома, детей. Она уничтожила не только мою жизнь, она и уничтожила жизнь своей младшей сестры, 4-летнего ребенка. Она отправила в детский дом. Если тебя наклонил 9-летний ребенок, то 20-летний тебя уничтожит. Это слова моей дочери. Она обвиняет во всем вас. Удивительная женщина. Она приехала к нам в студию. Екатерина, идите к нам. Ну что, тебе не хватило того, что ты меня на весь Хабаровск ославила? Ты пришла на Первый канал меня ославить? Сказочница. Может, ты мне в глаза теперь скажешь, что, как ты меня грязью поливаешь? Еще раз повтори. Сможешь? Смогу. Я слушаю. Прекрасно все слышала. Давай. Просто нужно отвечать за свои действия. Хорошо. Я за свои-то отвечу. Ты ответишь ли? Надя была долгожданным ребенком. Да, я родила ее в 28 лет. Она была долгожданным ребенком. Почему же вы все-таки считаете, что Надя не ваша дочь? Ну, начнем с того, что так как ребенок был долгожданный, ребенок ни в чем не нуждался по возможности, да, как говорится. Ответьте Потом на простой слишком вопрос. часто мне Почему на- вы считаете, что это не ваша дочь? Потому и что попросили слишком тест часто ДНК? мне люди подходили и говорили: а это точно твоя дочь, а где ты ее взяла? Ну, я как бы где-то отшучивалась, где-то ругалась, где-то у виска крутила. А Потом- почему они вам так говорили? Ну, во-первых, меня люди не видели беременной, потому что я большую часть Но вы же беременности знали, что пролежала. вы были беременны. А? Ну вы же знали, что вы Ну, были конечно, я беременны. знала, поэтому я людям так и отвечала, что, ребята, ну, нету магазинов, где детей продают. Вот. Ну, Подождите, вы знали, что вы ее родили, вы Конечно. ее вынашивали. Почему вы сейчас говорите, что это не ваша дочь и требуете тест ДНК? Ну, началось с того, что люди говорили, что... Да. Потом... Какие люди говорили? Соседи, знакомые. Ты в своем Да уме или неважно, нет? кто это говорил. Главное то, что когда Надежда начала трясти с меня алименты, что вот ты мне должна, вот ты мне обязана. Она с вас стала её- трясти алименты, когда ей было уже много лет. Да, ее опекунша ко мне подходила и, И вы говорила, вдруг что решили, это что это моё. не ваша дочь? Ну, у меня не было посылов делать ДНК. Я была уверена, что это мой ребенок. Ну. Потом, после уже зоны, когда с меня начали усиленно трясти с меня алименты, А почему вы не платили алимент? ну, потому что, во-первых, у меня изначально не было возможности, а сейчас я не считаю нужным Почему? данной девушке платить алименты. Это ваша дочь. Я не уверена в этом. Надежда, вы нам сказали версию, которую вам мама озвучила, почему она считает, что вы не ее дочь. Да. А что это за версия? Она считает, что мой отец в то время, когда она забеременела, начал гулять с другой девушкой. Легкого поведения, они одновременно забеременели, а в одном роддоме рожали, и нас поменяли специально. Это было бы смешно, если бы это не было страшно. Давайте послушаем голосовое сообщение, которое вы отправили своей дочери. Дочь, которую он снял. Так что закрой, мразота. Это вы?
Да, это я, но чтобы я так высказывалась, меня нужно очень хорошо вывести из равновесия. Слушайте, вас Девушка- легко вывести девушка умеет выводить. Послушайте, вас легко вывести из равновесия, судя по тому, что вам срок реальный дали за избиение ребенка. Об этом расскажете, нет? Да, конечно, могу рассказать. Давайте. Тайны в этом нет. Значит, получается так, что у меня повреждение позвоночника, периодически защемление седалищного нерва. Да? То есть, когда это происходит, то у меня отказывает левая нога. То есть, она практически недееспособна. Я лежу в это время дома. Ну, и так получилось, что у меня на тот момент было 2 ребенка на руках. То есть, девушка присутствующая и младшая девочка. У меня в кошельке оставалось, ну, буквально там 300-400 рублей, ну, там буквально 2-3 дня до поступления финансов, да. То есть деньги оставались только на молоко и на хлеб. Надя подходит и говорит: мам, мне надо, говорит, денег на фотографию. Я ей объясняю, что 2-3 дня подождать, и все будет. Надя уходит в школу, мне звонит соседка. Пошла в магазин, говорит, тебе, может, там молока, хлеба купить что-нибудь. Я залазю в кошелек, а в кошельке денег нет. Я зазваниваюсь до учительницы, объясняю ситуацию. Она говорит: хорошо, я Сколько финансы лет верну. тогда было Наде? 8. После уроков Надя приходит домой, швыряет мне эти деньги на столик. Говорит: вот. Я говорю: где взяла, туда положи. Это во-первых. Во-вторых, почему ты берешь без спроса? По-другому это, ну, в других местах это называется очень нелестно. Скажем так, нельзя воровать, тем более в доме. Нельзя, согласен. Мы разобрались по-взрослому, зачем ты это сделала. Она в слезы, да я хотела фотографию, ля-ля-ля. Из-за того, что, ну, вот такая ситуация, я ее обматерила, правда. И пошла в туалет курить. Она берет ведро, причем со сломанной ручкой, 2 руками, выходит из квартиры, и все, и пошла мусор выносить. Потом я, значит, покурила, возвращаюсь в комнату, думаю, что-то ее долго нету. Я выпрыгиваю на одной ноге с подъезда, открываю подъездную дверь и смотрю, середина марта, ребенок с голыми ногами, в шлепках в резиновых, Дальше что бежит. было? Я ее окрикиваю, она поворачивается, смотрит, что это я стою на подъезде, разворачивается и убегает. Все. Потом я, значит, около часа звоню ей на телефон. Телефон никто не берет. То есть вы ей ключицу не ломали? Нет. Значит, через час поднимают трубку ее телефона. Женщина представляется учительницей. Я говорю: что ты сделала с Надей? Я говорю: а что я сделала с Надей? Скажите, где она, что она, я приду, посмотрю. Она говорит: я тебе не скажу, все, давай, до свидания. Я вызвала полицию, вызвала медиков, все, будешь разговаривать с ними. Слушайте, хватит, а? Хватит. Давайте вот просто ответьте на вопрос. Вы били ребенка или нет? Бить можно по-разному. Можно поджопника дать, а можно убивать, можно калечить. А вы как били? Ну, не убивала однозначно. А шрамы у нее откуда? Ну, смотря какие. Слушайте, Сожитель ваш избил ее шнуром? Какой сожитель? Ну да, у тебя же их много было. Ну, Назар который. Назар, который? Да. Это тот, которого ты папой звала? Да. Ух ты, как прикольно. Он ее бил? Нет. А вы об нее сигареты, бычки тушили? А я совсем дура? А ножом резали? Каким ножом? Шрам Вы у что? нее на лице откуда? Какой именно, можно? Послушайте, знаете как, у вашей не дочери, как вы считаете, каждый шрам на учете. У каждого шрама есть своя история. Замечательно. И эту историю она нам рассказала. Давайте послушаем. Давайте. Вот эти все шрамы — это мое детство. Я не вспомню дни, когда, допустим, что-то было у нас хорошо. Вот этот шрам. Я пришла со школы, очередной ухажер моей мамаши начал меня жестко избивать. Я была вся в кровище, потеряла сознание. Вот здесь у меня есть шрам.
Мамаша опять взбесилась, и фарфоровый чайник меня в голову разбил, а осколок полетел мне еще в коленку. Вот здесь на лице у меня есть шрам. Это от ножа. На ноге у меня тоже шрам от ножа. Вот здесь она меня бычок затушила. Вот здесь губа у меня порвана. У нее была привычка, она вот так вот брала пальцы и мне разрывала рот. И у меня губы подкачаны из-за этого, потому что у меня была ужасная асимметрия губ. Вот эти два фиолетовых зуба, она мне часами их выбила. Как начала татуировки бить, меньше вопросов стало по шару. Все, внимание, татуировка. Здравствуйте. Привет. Я хочу сделать татуировку, что-то типа какой-нибудь веточки в круг, чтобы перекрыть шрам на ноге. Можно сделать будет даже нежную веточку, так как у нас не сильно глубокие шрамы, и они не выпуклые, и будет красиво смотреться. А у тебя вообще откуда шрамы? Мамаша, я так называю. Любила поиграть со мной в ткани ножи, тушение бычков обо мне. 2 карандаша она у меня воткнула. Все приходится перекрывать. Ох, насколько больно вообще было бить, и вот перекрывать здесь, да, часть какая-то перекрыта на шраме. Я не чувствую. Вообще не чувствую. Вообще не чувствую боль. Ни одна татуировка не будет напоминать мне о каком-то детстве. Это будет что-то светлое, что-то классное, но точно не воспоминания о детстве. В планах набить достаточно много татуировок, чтобы ни один шрам не напоминал мне о том, что было когда-то со мной в детстве. Какая прелесть. А где твой шрам, когда ты возле аптеки упала с лестницы? Замечательно. А где горшок, который я тебе водила, тебя зашивали? Споткнулась она. Катя, Что? Что? Вот почему этот подождите, человек стоп, сидит, нагло врет Стоп. и обливает в очередной раз меня Катя, грязью? смотрите, у нас есть факты. Конечно. Факты — страшная штука. Вы сели за избиение ребенка. И вас лишили родительских прав. Вас лишили на 2 девочек родительских прав. Вы не платите алименты. Мы же сделали тест ДНК. А вдруг окажется, что это ваша дочь? Чё Ну, тогда? если это моя дочь, И чего значит, тогда? это моя карма, буду тянуть до конца. Объясните мне еще раз, почему вы считаете, что это не ваша дочь? Та версия, которую вы дочке наговорили в голосовом сообщении, это ваша реальная версия? Я повторюсь, да, что я подавала на определение материнства в районный индустриальный суд города Хабаровска. Было несколько заседаний. Что значит И- определение материнства? Но вот хотела, чтобы ДНК сделали Ну, и... через суд. И по запросу судьи выяснилось, что, оказывается, ребенок, рожденный во 2-м роддоме, эпикриз у него с перинатального центра. Упс, для меня это была новость. Потому что ребенка я родила во 2-м роддоме города Хабаровска. Значит, тогда мне судья сказала, что ДНК будет стоить 20 тысяч на ребенка. В круг получается 40. Чем закончилось? А ничем. Дело заморозили и потом вообще изъяли. Мы приезжали с мамой в суд. У меня брали как бы тест ДНК, но потом по итогу, как сказали в опеке, она отказалась от самого ДНК. Ложь. Ну, правильно, потому что надо было 40 тысяч платить. Она же на это не надо. рассчитывала. Не из-за этого. Да всё- А вы работаете? Да, работаю. А сколько вы зарабатываете? Нормально, на жизнь хватает. Олимпия ваша дочь? Да, я на 100% уверена. В ней вы не сомневаетесь? Нет. Надь, а когда маму посадили, вы где оказались? На При- ХРУ, в реабилитационном центре. А потом в приемной семье? Потом меня отправили в детский дом, так как срок нахождения уже, заканчивался, я там пробыла год и месяц. Потом, да, меня отправили в детский дом, но долго там не пробыла. Меня, через недели 2-3 меня уже забрали в приемную семью. Хорошая приемная семья? Отлично. И Олимпия там же. Олимпия тоже там. Вот смотрите, в нашу студию приехал отец ваш приемный, Андрей Михайлович. Давайте его позовем. Андрей Здравствуйте, Михайлович, Андрей здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, в каком состоянии были девочки, когда попали в вашу семью? Ну, это у нас был этот детский дом в Отрадном, рядом, там, в Вяземском. Вот мы их оттуда забрали. Ну, как они были, конечно, такие забитые, худенькие.
Вот мы их взяли в семью свою. А почему приняли такое решение взять в семью? Но жена решила, она прошла курсы приемных родителей. Я-то к этому отношения пока не имел. Но она говорит, давай детей возьмем. Говорит, там это. Она ездила, она видела их, может быть, даже. Вот нам даже их, по-моему, предложили, она занималась этим. То есть это она прошла школу приемных родителей, это именно на нее дети были оформлены? Да, но я ей помогал. И понятно, что помогали. И сейчас помогаете, потому что супруга заболела, верно ведь? Ну да, сейчас я прошел школу эту. Уже документы мне дали, что в случае, если с женой что-то случится, дети со мной останутся. А там что-то может случиться? Но она серьезно болеет. Но с нашей съемочной группой она поговорила. Давайте посмотрим. На данный момент, конечно, я болею. Онкология – это очень сложно. Принимаю я химиотерапию. Диагноз подтвердился у меня, поэтому я нахожусь на лечении под контролем в Хабаровской больнице. Процесс у меня очень тяжелый. Но сейчас я уже немножко справляюсь с этим делом, потому что меня моя семья окружает заботой и вниманием. Даже больше, чем раньше сплотились. После курсов я никуда не выхожу, потому что у меня сильная слабость. Кушать варю, естественно, стираю. За домом смотрю, за детьми. Мы находимся в комнате детей, где жила Надя, и сюда она приезжает, Олимпия и Наташа еще маленькая у нас. Здесь вот диван Олимпия, здесь Наташа спит. Девочек есть свои хобби. Вот это Надежда делала, вот это она рисовала, вот это вот Олимпия делала. Надя, она больше цифрам, значит, эти бисер делает, а Алима, она больше склонна к рисованию. Было и хорошее, и плохое. Все нам хотелось попробовать, и курение, и что-то еще. Но, тем не менее, мы преодолели все это. Плохих привычек мы избавились. Ребенок все понял. Ну вот Надина папка, вот все достижения, самые смелые в конкурсе. Защита плакатов у нее здесь. Здесь вот у нее даже оценки все 4-5. Надя, она у меня вообще первая помощница. Она всегда говорила, ой, мама, хочу, не хочу, а делать надо. Поскольку Любовь Александровна на данный момент является вашим официальным опекуном, мы поняли, что без нее мы никуда. Поэтому она выходит с нами на видеосвязь. Любовь Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Надя. Мы знаем, что Надя и Лима приемные. Свои-то дети есть у вас? Да, у меня есть старшая дочь Тамара, ей 40 лет, и Дмитрий, 37 лет ему. Но вы совсем недавно еще одну девочку взяли. Да, в 2020 году мы взяли девочку, Наташа, ей сейчас 9 лет, она ходит 3 класс. С Екатериной-то вы знакомы были, нет? Да, мы встречались 1 раз с ней. Надя мне позвонила на работу и сказала, мама, у меня такая новость, что сейчас мне позвонила моя биологическая мама и сказала, что она сейчас хочет встретиться со мной. Я говорю, где? Она сказала, в библиотеке. И пошла я со своей коллегой в библиотеку, где я встретила там Екатерину Леонидовну. Но Надя, конечно, она очень испугалась, она очень боялась. И даже хочу сказать о том, что мы даже бывало, что думали, что она где-то и под окнами ходит, и муж мой все смотрел, чтобы их не забрали, неожиданно. Вот, потому что у нее были такие попытки, что она хотела взять детей. Любовь Александровна, скажите, пожалуйста, очень женский вопрос к вам. Вот когда к вам попала Надя, просто сейчас ее мама говорит, биологическая мать ее, говорит о том, что все, что Надя рассказывает про все те ужасы, которые ей пришлось в детстве пережить, это все вранье. Вот вы верите в то, что ее действительно мать так истязала? Конечно, я верю, потому что когда я только первый раз приехала в детский дом «Отрадное», где девочки были, вот Надя уже, ей было уже 10 лет, и она сразу как-то вот пошла на откровенность. И уже где-то через дня 2 я их взяла в семью, просто чтобы они побыли у меня, мы ходили, гуляли с ними, все это, и она уже начала мне об этом говорить. И зубы она мне сказала, почему у нее такие зубки. И, значит, шрамы у нее на руках и на голове. А потом уже, когда мы уже все узаконили все эти, значит, документы, все, я ей сказала, говорю, когда мне она говорила, я вообще ужаснулась, что можно так ребенка бить, истязать ее. Это вообще, это даже посторонние мужчины ее били. А скажите, пожалуйста, у вас есть хоть какие-то предположения, почему она так к Наде относится?
Я так понимаю, что она, как я слышала, она родила Надю, значит, ей, как сказал ее муж или как, он ей сказал, если у тебя родится мальчик, я с тобой останусь. Если родится девочка, то нет. Ну и вот я думаю, что на фоне этого вот, у да. нее пошла вот эта агрессия. Вот вы наверняка знаете, какой у нее долг по алиментам. У нее больше 750 тысяч, по-моему, алименты. То есть отец Нади биологически платил алименты, правильно же? Да, он выплатил ей со самого начала и самого конца. 18 лет, когда Наде исполнилось 31 декабря, мы ее с отцом поздравили и вручили ей книжку, где на книжке была очень большая сумма денег. А вы как-то пытались от Екатерины добиться выплаты алиментов? Конечно, мы через Надю, у Лимы был номер телефона, я ей звонила, говорила ей, говорю, когда вы собираетесь выплачивать алименты на Надю, ну, если только я скажу слово «Надя», там такая шла агрессия, что она Надю так обзывала, что я говорю, как вы можете так с ребенком, ей еще сколько лет, но она Как у винила вас во язык всех тяжких поворачивается, только такие вы Надю. говорите, а? Теперь еще один вопрос. Смотрите, она ведь считает абсолютно точно, что Олимпия ее дочка. А почему она на нее не платит алименты? Я ей задавала такой вопрос. Но опять же она меня обматерила и сказала, Лиме будет 18 лет, она ко мне прибежит. Ну, все, вот это был наш разговор последний. А вы, кстати, давно не видели Олимпию? Да, очень давно. Ну, Я видела последний раз своего ребенка 30 сентября 2014 года. А почему вы ее не видели с 2014? Потому что я ушла в суд, с суда я ушла уже в места лишения свободы. Когда я оттуда вышла, во-первых, я не знала, как... скажем так, как... Потому что, когда я писала... Давайте так, я вы писала хотите послушать, Да, что Олимпия говорит про вас? Да, конечно. Хотите? Да. Слушайте. Меня мать биологическая, мамаша, вообще не трогала. А Надю постоянно избивала. Стояла Надя, мамаша и собака между ними. Она начала бить Надю, а потом ударила и собаку. Собака начала скулить очень сильно. И она не переставала бить ни Надю, ни собаку. Мне было их очень жалко. И я помню то, что она была очень жестоким человеком по отношению к Наде. И все. Больше я ничего не помню. Сейчас я живу хорошо. К родителям отношусь вообще прям замечательно, я их люблю. Для меня родители вот этой семьи – это просто для меня все. Маму называю мамой, папу называю папой. У нас все хватает всегда. Папа на последние деньги может всяких сладостей купить домой. Мама, она построже папы немного, но она тоже хорошо к нам относится. Я не хочу видеть родную мамашу, потому что она столько причинила боли, и для меня она просто негатив, который я просто не хочу видеть. В моей жизни она просто мусор. Я ее никогда не видела и видеть не хочу. Слушайте, но у меня есть для вас хорошая новость, Екатерина. Да? Несмотря на то, что видеть она вас не хочет, но в студию она приехала. Олимпия, идите к нам. Здравствуйте. Здрасте. Олимпия, расскажи, пожалуйста, а что ты помнишь про свое детство? Я помню то, что меня мамаша вообще не трогала, а Надю постоянно избивала. Ты прям это помнишь? Да, был момент то, что Наде мамаша сказала налить чаю. Я случайно насыпала туда соли, потому что я ничего не понимала, и она попила этот чай. Он был соленый, и она разбила кружку и ударила Надю. Угу. А когда ты видела Екатерину последний раз? Я ее видела, когда мне было... я еще была маленькая, когда я еще жила с ней и Надей в семье, и все. Но я Это не твои помню. последние воспоминания? Да. Угу. Разве мы на WhatsApp с тобой не общались? Я тебе написала, здравствуй, и ты начала меня поливать грязью, орать на меня. Что? Ты начала на меня Когда орать. ты мне картинки скидывала, да, как ты что-то рисуешь. Картинки? Блин, у меня сейчас просто телефона с собой нет. Я специально из Хабаровска привезла старый свой телефон. Вот, я тебе никакие Где в картинки не присылала. переписка наша с тобой есть. А что она вам писала? Зачем ты так Я говоришь? ей написала на ее номер в WhatsApp и сказала, здравствуй.
Она такая, ну, во-первых, не ну здравствуй, а привет. Я все-таки не как твоя мать. Мгм. И начала меня обливать грязью, то, что вот я такая плохая, то, что это меня все настроила мама, приемная мама, то, что из-за этого я с ней не хочу общаться. Выдохни, пожалуйста, еще раз, честно скажи. Честно говорю. Но изначально ты у меня спросила, что твои фотографии делают у меня на странице. Ну да, еще это я спрашивала. А вы увидели Это у ты нее меня на нашла в странице? Одноклассниках. Потому что я через мамин телефон смотрела, там были мои фотографии. Мне было интересно. Через мамин, заметьте. Через мамин, заметьте. Конечно, 9 лет прожить, конечно, маме. Я считаю, что Олимпию нужно проводить из студии. Да, согласен. Спасибо, Олимпия, большое. До свидания. Катя, я тебе знаешь, что хочу сказать? То, что ты сидишь тут, и никто тебе, ни я, никто не верит ни единому твоему слову. Но нет тебе веры. Ты рушила детство своих детей. Это ты делала своими руками. Им нужно, Катя, им нужно сказки на ночь. Добрая мамина улыбка. Ты очень нехороший человек. И ты свою жизнь сделала сама своими собственными руками. Надя, если она окажется твоей мамой, в первую очередь нужно поработать с судебными приставами. Надеюсь, после передачи этот вопрос действительно поднимется. На бездействие. Да. Самое главное подать на бездействие судебных приставов, написать судебным приставам не только города, да, но и Российской Федерации жалобу. Это самое главное. А вы поможете? Поможете, Ань? Конечно, конечно. Мы с вами после передачи обменяемся контактами. Здесь постараемся помочь своему жилью, потому что с этого года дети-сироты, достигшие 23 лет, имеют полное право получить жилищный сертификат. Но я хочу обратиться, знаете, на самом деле, к вашим родителям, не к приемным родителям, как здесь говорят, к вашим родителям. Я, знаете, хочу прежде всего вам сказать огромное слово благодарности. Низкий, честно вам искренне низкий поклон, потому что, поверьте мне, не каждая семья, тем более в таком возрасте, готова взять двух девочек, которые уже, в принципе, имеют какие-то свои уже определенные взгляды на жизнь. Вы как бы совершили это поступок, героический поступок. Хочу пожелать вашей супруге крепкого здоровья, долгих лет жизни. И вы знаете, я, наверное, еще раз убеждаюсь, что у нас государство сегодня очень сильно поддерживает приемные семьи. Ребенок прошел просто концентрационный лагерь. То есть ее пытали все ее детство. Ее проворачивали на мясорубке. На ней живого места нет. И я не только о теле сейчас говорю, я также говорю и о душе. И никто на это не обращал внимания. Я очень рада, что вы попали вот в это теплое такое сообщество людей, которые вы можете называть и мамой, и папой. И я так понимаю, вас этой любовью просто затопили. Вы отогрелись здесь, слава Богу. Вы сохранили себя, пройдя все эти испытания. Вот это, конечно, чудесно. И держитесь друг друга, любите друг друга. Результат теста ДНК, который ты так хотела. Это твоя дочь. Замечательно? Просто я не вижу, у меня зрение плохое. Вам так не хочется в это верить? Я просто пытаюсь прочитать. Я вам говорю, прочитать вам. Угу. Результаты теста ДНК. Вот теперь я видите? вижу, да. Вероятность материнства 99,9999. Ну что ж, до свидания. А вы куда? Видимо, домой. Деньги зарабатывать? Да. Что, в долг отдать? Конечно. Слава Богу. Мама не помогала, не появлялась. 3000 вот дала. И органы опеки решили, что она молодая, нагуляется и вернется к детям. Да. Ваша дочь родила тогда девочку, отказалась от нее, а потом очнулась, поехала, ее Выходит, забрала. А почему вы сейчас хотите лишить ее родительской крови? Пьет, что ли? Да. Сильно? Сильно пьет. Все это неправда. Так она живет всю жизнь с бабушкой. Вы что, издеваетесь? Вы с Астрахани год назад приехали. А что у вас руки трясутся? Ну, если трясутся. Это он виноват? Я думаю, да. Мутузит, Ой-ой-ой. гоняет. Нет, Вот это- она и пьет. Держи. То есть вы ухажер? Время покажет. Мама, она страдает алкогольной зависимостью. Раньше она была очень хорошей женщиной. А есть шанс, что это ваша родная дочь? Я не знаю, я же еще ДНК не делала. ДНК мы сделали. Что, моя?